Здравствуйте, друзья! С вами Пластмассовый енот, канал АТП и не только. Представляем вам свой перевод на русский язык ролика с канала John SL Random Products. Спасибо каналу John SL Random Products за отличное видео. Сегодня я займусь изготовлением пресс-формы для пластиковой ложки. Время от времени я выполняю проекты для Ричи Мэннинга из Morning Innovation. Его компания производит машины для литья под давлением. И у его клиентов, которые покупают эти машины, есть потребность и в готовых пресс-формах. Обычно он делает пресс-формы сам или обращается к местным изготовителям, но иногда заказы попадают ко мне. Эту конкретную работу он поручил мне из-за большого количества сложных изгибов на изделии. Мой станок с высокой частотой вращения шпинделя в 30 тысяч оборотов в минуту отлично справляется с фрезеровкой таких поверхностей, требуя при этом многого времени. Исходная модель не идеальна для материала, который планирует использовать заказчик, поэтому мне нужно было внести в нее изменения. Вот модель, которую прислал клиент. Основная проблема в том, что некоторые поперечные сечения здесь довольно тонкие. Я построю разрез. Посмотрим на другую сторону. Как видите, здесь толщина становится очень маленькой. И есть еще несколько участков с такой же тонкой стенкой. Задача состоит в том, чтобы сделать толщину максимально равномерной. И я создал вот эту версию. Если я скрою инструмент разделения, я поясню его чуть позже, и эту рабочую плоскость, вы увидите, что теперь толщина равномерная. Я кратко покажу, как я этого добился, без углубления в каждый этап. Давайте вернемся немного назад к тому моменту, где у нас есть только исходная импортированная модель ложки. Я использовал функцию «Производный компонент», которая позволяет вносить изменения. Первым делом я удалил эту фаску, то есть вот эти грани. Это можно сделать, выделив поверхности и нажав Delete. Но для этого нужно выбрать множество отдельных граней, вот эти и так далее, по всему периметру. Вот что я сделал за этот шаг. После нажатия кнопки «Далее» видно, что фаски нет. Со скруглениями на другой стороне у меня так просто не вышло. Операция постоянно завершалась ошибкой. Вместо этого я создал эскиз, который по сути является поперечным сечением. Я создал плоскость, спроецировал точки и продлил контур. Чтобы добиться примерно одинаковой толщины здесь, на конце. После этого я смог растянуть эту плоскость, получив такую деталь. Очевидно, что эта форма пока не соответствует ложке, поэтому я создал контур сверху и использовал его в качестве режущего инструмента, чтобы получить приблизительно правильную форму. Видно, что она не идеально совпадает с ложкой, так как она имеет изгиб в этом месте, а не строго вертикально. Мы к этому еще вернемся. Теперь, чтобы создать чашу ложки, я сначала скрою ручку. Я создал эту поверхность. Если подробнее рассмотреть эту операцию, я сделал следующие две вещи. Сначала выбрал вот эту поверхность для копирования, а затем сместил ее вниз на 0,08 мм, получив такой результат. Если взглянуть на исходную модель ложки, видно, что эта поверхность хорошо совпадает с нашей новой ручкой. Затем я создал копию данной поверхности. А вот эти две поверхности скрыл, оставив новую ручку. Эта копия поверхности должна располагаться максимально близко к новой ручке. Эти две поверхности позволяют мне по сути заполнить боковины и превратить все в твердотельную цельную модель. Я пошел этим путем, потому что перепробовал множество других способов и сработал только он. В этом шаге добавляются боковины, поверхности объединяются, и в итоге получается твердотельная модель.
На этом этапе созданы чаша ложки как одна деталь и новая ручка как другая. Я решил оставить их раздельными и затем просто объединить. Пропущу некоторые подробности. Я создал этот эскиз сбоку. Он проходит практически по центру детали. Его цель – обозначить линию разъема пресс-формы. Затем я использовал этот эскиз для создания поверхности, которую вы сейчас видите. Это и будет сама линия разъема. Она является ключевым элементом. Имея эти две вещи, саму ложку и линию разъема, я могу приступить к созданию модели пресс-формы. Переключившись на моделирование самой пресс-формы, я создал новый файл. Первым делом я импортировал модель ложки, затем повернул ее, чтобы оптимально разместить ее в пределах габаритов пресс-формы. Ричи указал размеры формы 15,2 см в ширину и 7,6 см в высоту. Я стараюсь оставить как можно больше запаса между деталью и краем формы. Если зазор будет слишком мал, могут возникнуть проблемы со смыканием частей формы, появится облой или даже произойдет разгерметизация формы. Так что я поверну ложку таким образом, чтобы получить наибольшие отступы со всех сторон. После этого я растянул эту модель. Она будет разделена на две части – сторону А и сторону Б, с помощью линии разъема. Но перед этим мне нужно вырезать гнезда для частей самой ложки. Затем мы используем линию разъема. Теперь у нас есть верхняя и нижняя части, а также оставшаяся часть модели ложки, которую мы проигнорируем. Далее я преобразовал каждую из этих частей в компонент. Вот таким образом для нижней части. И то же самое для другой стороны. Теперь у нас есть две половинки пресс-формы в виде компонентов. Я скрыл одну из частей, так что теперь мы видим только одну половину формы. Затем я добавил центрующие штифты, а точнее пазы для них, на обеих половинах формы. Далее добавляем литниковый канал для впрыска пластика. Ричи попросил сделать его достаточно широким. Преимущество широкого литника в том, что он застывает дольше. Как только он затвердевает, форма больше не может заполняться, поэтому широкий литник облегчает заполнение такой длинной и узкой детали, где пластику нужно пройти значительное расстояние от точки впрыска. Затем я добавил литниковое отверстие, через которое поступает пластик. Следующий шаг – создание углубления под сопло, которое имеет скругление и должно обеспечить плотное прилегание. Я убираю эти элементы из основы формы, и теперь можно увидеть посадочное место для сопла. Далее я добавил пазы, по одному с каждого торца формы. Эти пазы предназначены для отвертки. Они позволяют легко разомкнуть части формы, вставив отвертку с двух сторон и провернув ее. Последние два элемента – это воздушные выпоры. Их глубина составляет около 0,25 мм, и расположены они в самой удаленной точке формы. Когда пластик поступает в форму, он вытесняет воздух. Эти мелкие каналы достаточно малы, чтобы пластик в них не проник, хотя может появиться небольшой облой. Но они позволяют воздуху выйти, что облегчает заполнение формы. Фрезеровка довольно проста, но занимает достаточно много времени. Более 2,5 часов. Это связано с обилием криволинейных поверхностей как на самой ложке, так и на форме, ведь линия разъема, как вы можете видеть, не плоская. Сначала идет черновая обработка при помощи концевой фрезы диаметром 9,5 мм. Затем центровка, сверление, фрезеровка глубоких выемок и 2D-контур для отверстий под центрующие штифты.
Далее фрезеровка пазов для размыкания формы отверткой. Затем контур для скругления под сопло. А вот и один из самых долгих этапов. Я использую концевую фрезу со сферическим торцом, довольно большого диаметра, чтобы создать гладкую линию разъема и обработать большую часть поверхности ложки. Но при этом остается участок, который плохо обрабатывается. Поэтому нам придется вернуться к нему позже, после фрезеровки литникового канала, уже фрезой меньшего диаметра. В этой части используется концевая фреза со сферическим торцом диаметром 1,59 мм с большим вылетом, чтобы очистить углы. После этого тем же инструментом делается небольшое перемещение фрезы между проходами. Это делается для того, чтобы минимизировать объем последующей шлифовки и полировки, поручив основную работу станку. И, наконец, финишный проход по этому скруглению еще более мелкой фрезой, диаметром 0,8 мм, которая отлично все зачищает. Я основательно простукиваю заготовку с лицевой и с тыльной стороны безинерционной киянкой, а затем проверяю угольником, чтобы убедиться, что она плотно и без перекоса зафиксирована в тисках. Это предотвращает подъем заготовки в тисках, который может привести к неточностям при обработке. Затем с помощью щупа с наконечником в 1 мм я определяю положение левой стороны заготовки, а потом и ее тыльной стороны. Я понял, что использовал слишком агрессивный режим резания. Станок рекомендует гораздо более щадящие параметры, поэтому я остановил программу и далее возобновил работу уже с новой, менее агрессивной траекторией. Сейчас идет процесс черновой обработки, и уже можно увидеть часть ложки. Проявляются очертания ее чаши. Иногда я просто сижу и наблюдаю за этим процессом. Смотреть, как форма изделия медленно проявляется, завораживает. Видно, что первые проходы довольно глубокие, затем станок возвращается и добавляет все больше деталей на разных уровнях. А вот он почти закончил черновую обработку. Затем я намечаю отверстия в 2 точках, где я буду делать глубокие отверстия обычным сверлом. Сейчас происходит смена инструмента на сверло, а вы заметите, что оно останавливается. Это потому, что у меня не была установлена его длина. И станок выдал ошибку. Я вернул в станок измеритель инструмента, что достаточно легко сделать. Замерил приблизительную длину, ввел ее в контроллер, нажал нужные кнопки, и станок сам измерил инструмент. Как вы можете видеть, инструмент опускается, и станок измеряет его длину. После этого я смог продолжить сверление 2 отверстий под центрующие штифты. Хотя это фреза со сферическим торцом диаметром 6,35 мм, я все равно работаю на 30 тысячах оборотов в минуту, потому что ее рабочая зона на кончике имеет малый диаметр, и для нее нужна полная скорость. Я полностью обрабатываю изогнутую поверхность, а это практически вся форма. Здесь все криволинейно, кроме 2 пазов под винты. Это занимает достаточно времени, но в конце концов фрезеровка завершается. Затем концевая фреза диаметром 1,59 мм начинает зачищать скругление по краям ложки. И, наконец, концевая фреза со сферическим торцом диаметром 0,8 мм завершает чистовую обработку этих скруглений. Вот такая чистота поверхности получилась прямо со станка. Я использовал траектории с малым шагом, чтобы минимизировать высоту выступов. Это нужно для того, чтобы последующая шлифовка и полировка для удаления следов инструмента не заняла слишком много времени, чем я сейчас и займусь. Начну полировать гнезда обеих частей формы, чтобы устранить следы обработки. Я уже показывал эти палочки для полировки. Не знаю, как они точно называются. Это ультратонкие эластичные насадки с абразивом. Я начинаю полировать прямо этой палочкой. Я наношу немного ВД-40, который будет работать как смазка и предотвратит засорение. Видно, что цвет уже начинает меняться. Это признак того, что процесс идет. После полировки в течение нескольких минут я очищу поверхность и проверю результат.
При такой небольшой высоте выступов это не должно занять много времени. Не знаю, хорошо ли видно, но следы от инструмента уже начинают исчезать. Я продолжу, но удаление следов обработки на обеих частях формы не должно занять очень много времени. Кстати, эта палочка, кажется, имеет зернистость 4000. Да, следы от инструмента почти исчезли, но еще немного заметны в середине. Но их уже почти не видно. Я продолжу, это не займет много времени. Данный участок я обрабатывал сферической фрезой на четверть дюйма, и думаю, расстояние между выступами здесь чуть больше, так что не уверен, что оно чистится так же быстро. Сейчас проверим. В то время как здесь я использовал сферическую фрезу диаметром 1,59 мм, и шаг был намного меньше. Так, следы от инструмента еще видны. Поэтому, думаю, я обработаю чашу ложки наждачной бумагой. А для ручки такой обработки будет достаточно. Я продолжу и полагаю, на полировку частей формы уйдет не больше часа. Я начну с куска скотч-брайта. Он убирает следы инструмента. Кое-где они еще остались. Конечно, он сам оставляет царапины, но их уже можно будет убрать полировкой. Следы инструмента все еще заметны, поэтому обработаю это место скотч-брайтом. Также здесь есть едва заметные следы от фрезы, по которым я пройдусь еще раз. Обратите внимание, что видна разница между отшлифованными и отполированными участками, и вот этим участком, где еще видны следы от инструмента. Конечно, здесь эти следы не так сильно выражены, но на чаше ложки они будут заметны. Как вы, возможно, заметили, удаление следов инструмента не занимает много времени. Техническое задание было именно в удалении следов инструмента, а не в полной полировке формы. Так что такой чистоты поверхности должно быть вполне достаточно. Она уже начинает выглядеть почти как полированная, потому что мы использовали абразив на 4000. Но это не настоящая полировка. Для этого нужно было бы использовать еще более мягкий абразив, чтобы поверхность стала глянцевой. Последний шаг перед отправкой пресс-формы Ричи. Я использую съемный фиксатор Loctite, чтобы зафиксировать эти центрующие штифты на их местах. Я выбрал именно состав Loctite, чтобы в будущем при необходимости вернуться к фрезеровке поверхностей. Можно было выбить штифты пробойником с обратной стороны, так как отверстия сквозные. На этом этапе я упаковал пресс-форму и отправил ее Ричи. Ричи затем испытал форму на одной из своих машин, прежде чем отправить ее заказчику.
Клиент будет использовать одну из машин, предоставленных Ричи, вместе с пресс-формой, которую сделал я. Привет, Джон, добро пожаловать в мою мастерскую. Итак, сегодня мы опробуем твою пресс-форму и расскажем немного о наших машинах. У этой гидравлическая система смыкания усилием 15 тонн. А вот это 300-я модель. Ее усилие смыкания 25 тонн, но можно использовать любую форму на любой машине, потому что их система полностью модульная. Запуск машины похож на мою. Необходимо включить питание, и так как здесь два нагревательных цилиндра и, соответственно, два контроллера, можно задать параметры раздельно. Затем выставляется начальное давление впрыска. На его машинах можно загрузить довольно много пластика и не беспокоиться о том, что он переполнит цилиндр. В отличие от моих машин, где есть клапан, он может сразу провести прогонку материала, без необходимости установки дополнительного блока снизу. Далее наносится разделительная смазка для форм, что мне обычно не требуется, и для этой формы она, вероятно, вообще не нужна. У этой машины очень интересная конструкция. Видите, он устанавливает пресс-форму. Этот момент не слишком отличается от моих машин. Но у этой машины есть гидравлический электронасос, который создает давление для смыкания. Затем он нажимает рычаг для впрыска, ждет заполнения формы. И только потом сбрасывает давление после того, как материал заполнил форму. Нужно дать материалу немного остыть, а затем можно достать форму из машины и извлечь отливку. На этом этапе сбрасывается гидравлическое давление, чтобы ослабить смыкание и извлечь форму. На крупном плане эти операции видно лучше. Сначала происходит установка формы в машину, затем, когда он включает насос, видно, как движется шток. И теперь, когда форма находится под давлением, можно начинать впрыск. Время выдержки под давлением нужно, чтобы расплав заполнил гнездо и начал остывать. Затем впрыск отключается. Затем он сбрасывает давление, и видно, как плита немного отходит, вот здесь. Теперь можно вынуть форму и извлечь из нее деталь. Она немного прилипла к другой стороне. Хотя, если честно, не сильно. Здесь нет элементов, которые бы сильно ее удерживали. Вот как это выглядит с другого ракурса. Смыкание, включение насоса. Впрыск. Видно, как бункер движется вниз вместе с цилиндром. Затем сброс давления. Видно, как цилиндр поднимается. Сброс гидравлического давления. И затем можно вынимать форму. И снова можно увидеть, насколько легко извлекается деталь. Ее ничто не держит. Финальный штрих – обрезка литников. Я обычно этого не показываю, но всегда делаю это перед отправкой деталей заказчикам. Спасибо за ваше время и внимание. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, профессионалами не рождаются, ими становятся.